Приветствую вас! В этом выпуске я расскажу об истории строительства Беломорско-Балтийского канала. Если мой рассказ будет для вас интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Беломорско-Балтийский канал – это искусственная водная артерия, построенная на севере СССР. Она соединяет Белое море с Онежским озером, далее по рекам Свирь и Нева с Балтийским морем. Первоначальное название – Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. Канал начинается у поселка Повенец в Повенецкой губе Онежского озера и заканчивается у города Беломорск в Сорокской губе Белого моря. Протяженность Беломорско-Балтийского канала составляет 227 километров. Канал включает 118 объектов, среди которых 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 40 дамб, 32 вспомогательных канала и тому подобное. Земляных работ 21 миллион кубометров, бетонных работ 390 тысяч, ряжевых, потом я объясню, что это, 921 тысяча кубометров. Панамский канал длиной 80 километров строился 28 лет, Суэцкий канал 160 километров 10 лет, Беломорканал длиной 227 километров был прорыт за 1 год и 9 месяцев. Официально строительство Беломорско-Балтийского канала началось 16 октября 1931 года и закончилась 20 июня 1933 года, то есть этот канал был создан за 20 месяцев. Вопрос о необходимости построения такого канала поставил еще император Петр I. В царской России было подготовлено 4 проекта канала, но к работам не приступали, поскольку стройка обещала быть слишком затратной. К строительству канала приступили только по приказу советского руководства и лично Сталина. Согласно проекту, Беломорско-Балтийский канал был предназначен для плавания судов морского, озерного и речного типов с осадкой до 5,5 метров. Основными целями строительства канала определялось переброска из Балтийского в Белое море подводных лодок, надводных торпедных кораблей и крейсеров для создания Северного флота, а в военное время маневренные переброски кораблей или целых соединений из одного морского или речного театра на другой. В народно-хозяйственном отношении канал должен был способствовать связи Ленинграда с Архангельском, всеми портами Белого моря и Мурманским побережьем, а через Северный морской путь и с Сибирью, а также колонизации, пролетаризации и культурному развитию Северного края. По требованию Сталина этот канал должен был построен быстро и стоить дешево. Поэтому на канал не было выделено ни единого цента валюты для закупки заграничной техники, предполагая обойтись без нее, а само строительство было поручено ОГПУ, и канал был построен исключительно силами заключенных. Стоимость работ по проекту была определена в 350 миллионов рублей. В интернете можно найти сведения, что фактически было выделено меньше, чем запрашивали авторы проекта, но документальных подтверждений этому мне найти не удалось. Курировали строительство зампред ОГПУ СССР Генрих Ягода, начальник ГУЛАГа Матвей Берман и управляющий строительством Лазарь Коган. Для строительства канала был создан Беломорско-Балтийский лагерь Белбалтлаг,
Сами заключенные были названы каналоармейцами. Многие считают, что именно отсюда происходит известный термин «зэк». ЗК – заключенный каналоармеец. В Белбалтлаге было введено целый ряд новаций, неизвестных на Соловках. Большинство из них придумал бывший соловецкий узник, осужденный за мошенничество, Нафталий Френкель. Он предложил целую систему мер, которые могли бы значительно интенсифицировать труд заключенных. Причем эту систему он изложил в личной беседе с Иосифом Сталиным, который, заинтересовавшись его предложениями, вызвал Френкеля к себе. В чем же была суть предложений Френкеля? Во-первых, всеобъемлющий учет. Он предложил систему учета заключенных по категориям А, Б, В, Г, в соответствии с которой каждый заключенный, не обслуживающий лагерь Б, не признанный больным В, не наказанный карцером Г, должен работать на общих работах, то есть выполнять плановые задания. Второе. Так называемая котловка. Каждый заключенный получает свою норму питания только в случае, если он выполняет план. Обычная норма – 800 граммов хлеба и 3 раза в день каша или баланда. В случае невыполнения плана он переводился на штрафной паёк – 600 граммов хлеба и кипяток. В случае перевыполнения нормы выдавался повышенный паёк до 1200 граммов хлеба и премиальное блюдо, обычно порция каши или пирожок. И, наконец, система зачетов. Для передовиков производства, выполнявших и перевыполнявших норму, срок заключения считался 2 дня за 3 и даже день за 2. Испытать эту систему должен был сам Френкель на строительстве канала. Его назначили на специально для него выдуманную должность начальника работ, и система Френкеля была воплощена в жизнь. Механизм комплектования канала необходимыми кадрами инженерно-технических работников раскрыт в рапорте заместителя начальника ГУЛАГа Якова Рапопорта Генриху Ягоде от 29 ноября 1930 года. Рапопорт писал: среди арестованных имеется 2 крупных инженера, могущих быть использованными при разработке проекта дноуглубления. 10 инженеров и техников и 10-15 землечерпателей. Кроме того, будут доарестованы еще несколько подходящих лиц. То есть, мотивом для ареста человека могли послужить не только действительные или мнимые его провинности, но и потребности народного хозяйства, и люди шли в лагеря лишь потому, что их труд был необходим для данной стройки. Поскольку работы выполнялись при минимальных затратах, немногочисленная современная техника использовалась лишь там, где без этого обойтись было нельзя. Как средство транспортировки использовались лошади, но их было немного и лошадей берегли. Подавляющая же часть работ производилась вручную. Как отмечают очевидцы, работы велись примитивным способом, как говорится, пердячим паром. Все делалось вручную, лопатами, кирками, ломами. Механизация не имела смысла при бесплатной рабочей силе в неограниченном количестве. Кроме тачек, которых на стройке было около 70 тысяч, использовались также беломорские форды. Это вот что такое: тяжелые деревянные платформы, возложенные на 4 круглых деревянных обрубка, катка. 2 лошади тянут такой форд и увозят камни. Забивали сваи следующим образом. Строился топчак, большое деревянное колесо, внутри которого, как белки, топтались заключенные. К топчаку привязывали молот, которым забивали в землю сваи. 10 ударов в час, 1,5 сваи в день, всего 5000 свай. Почти так же топтали топчак рабы в Египте для орошения полей. Большие камни из котлована вытаскивали сеткой, которую в свою очередь тянул канат, а канат наматывался на барабан, который крутила лошадь. Или еще один пример техники Древнего Египта – деревянные журавли для подъема камней. Для строительства канала не выделили достаточного количества дефицитного цемента.
Но заключенные инженеры и здесь нашли выход. Конструкции шлюзов и других элементов канала собирались с помощью ряжей. Это деревянный сруб, который погружали в почву и заполняли землей и камнями. Ряж собирался из дерева в виде ящика по форме соответствующего плану сооружения. Я думаю, что вы догадались, что заключенные, чтобы выполнить норму, зимой забрасывали в ряж вместо глины и камней куски льда, которого вокруг предостаточно. Как это сказалось на качестве работ, гадать не приходится. Поэтому не случайно в лагере возникла поговорка «без туфты и аммонала не построили б канала». Заключенные жили в бараках, зданиях длиной метров 50 и шириной 8, наполовину погруженных в землю, так теплее. В бараке стояли двухэтажные нары, на которых помещались более 300 человек. В бараке были двери и окна, часто не застекленные, в дыры забивали одежду. Ночью топили буржуйки, днем это делать запрещалось. Над печью сушилось белье, и запах от него расходился по всему бараку. Буржуйка не способна была протопить помещение, и в 10 метрах от нее вода уже замерзала. Заключенных поднимали в половине шестого. После завтрака выводили на работу. После 10 часов работы становились в очередь, чтобы получить талоны на хлеб и обед. Далее в очередь за обедом. Поев, засыпали как убитые. Работы шли круглосуточно, смены были многочасовыми, практически без перерывов на отдых и перекур. Чтобы вдохновлять арестантов на трудовые свершения, на берегу играл оркестр. Понятно, что далеко не все выдерживали тяжелые условия содержания, и смертность была весьма значительной. В соответствии с предложениями Френкеля, нормы питания заключенных за ударный труд увеличивалась. Те, кто выполнял и перевыполнял норму, получали усиленный хлебный паёк до 1200 граммов. Премиальные блюда, например, 75-граммовые пирожки с капустой или картофелем, денежную премию. Применялись и моральные стимулы: вручение бригаде переходящего красного знамени, объявление благодарности, вручение грамот, помещение имен ударников на доску почета, а также зачет 3 рабочих дней за 5 дней срока, а для ударников день за 2. Так же, как и в случае с Соловками, власть не стеснялась рекламировать труд заключенных. Был изобретен неологизм «перековка», то есть, по мнению пропагандистов, преступники под благотворным влиянием труда перевоспитывались, перековывались и превращались в полезных членов общества. Не постеснялись и снять специальный документальный фильм о строительстве Беломорско-Балтийского канала, который показывали на всесоюзном экране. Фрагменты из этого фильма я использовал при создании данного ролика. Выходили художественные произведения о перековке. Так, популярной была пьеса «Аристократы» Николая Погодина. По этой пьесе был снят фильм «Заключенные», который я тоже использовал при создании ролика. В этих произведениях образ уголовников блатных романтизировался. Они же были социально близкими, и по мнению этих авторов, именно их можно было легко перевоспитать, в отличие от контрреволюционеров и раскулаченных, которые были неисправимыми. В лагере печаталась газета «Перековка». Да и вообще в Белбалтлаге была насыщенная культурная жизнь. Здесь не только издавали газету, но и показывали театральные спектакли, был собственный духовой оркестр из заключенных и несколько агитбригад. Известный актер Вацлав Дворжецкий, заключенный Белбалтлага, вспоминал: «Декорации создавались прекрасные, костюмы персонажей шились настоящие, добротные, по эскизам художников. Освещение, как и в любом столичном театре, монтировалось под руководством специалистов высокого класса, и все остальные атрибуты – звонки, гонг, занавес, увертюра и тому подобное – все было настоящим, как в свободном театре». Заключенного не оставляли в покое ни на минуту. От него требовалось не только хорошо работать, а по лагерному выражению еще и чирикать и изображать общественную жизнь.
Нужно было выступать с речами, требуя перевыполнения планов и выявлять вредителей. Доставали постоянные причитания радио в бараке. На трассе канала радио, не спящее ни днем, ни ночью. Постоянные соревнования между бригадами, шлюзами, лагпунктами, соревнования за переходящее красное знамя центрального штаба, районного штаба и тому подобное. Призыв газеты «Перековка» работать без выходных. Никто не возражал, все согласны. В каждом бараке почетные грамоты, окна перековки, графики, диаграммы. Каждый заключенный должен быть в курсе всей политической жизни страны. Поэтому на разводе, за счет утреннего времени, конечно, производственная пятиминутка, после возвращения в лагерь, когда ноги не держат, политическая пятиминутка, после работы политические читки. Для получения звания ударника мало одних производственных достижений. Еще надо а. читать газеты, б. любить свой канал, в. уметь рассказать о его значении. Только тогда был шанс получить зачеты. Как видно из доклада Генриха Ягоды Иосифу Сталину за апрель 1933 года, на строительстве Беломорско-Балтийского водного пути было занято 120 тысяч человек. Часть работников были вольнонаемными, большая часть – заключенные. Число последних не превышало 108 тысяч человек. Заключенные делились на три большие категории. От четверти до трети в разное время заключенных составляли осужденные по политическим статьям, так называемые КРы. Среди них были весьма известные в дальнейшем деятели науки и культуры, в частности, выдающийся филолог и искусствовед, академик Дмитрий Лихачев, профессор Алексей Лосев, философские работы которого сформировали взгляды нескольких поколений, упомянутый выше актер Вацлав Дворжецкий и многие другие. Приблизительно столько же составляли социально опасные СОЭ и социально вредные СВЭ элементы. Это люди, подозреваемые в связи с преступной средой, те же политические. Так, например, как социально опасные элементы были осуждены известный писатель Варлам Шаламов, будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин и другие. В годы строительства канала подавляющую часть заключенных этой категории составляли раскулаченные крестьяне. От трети до половины заключенных составляли люди, осужденные по уголовным статьям, бытовики, лица, осужденные по финансово-экономическим статьям, а также профессиональные преступники, которых называли урками. Именно представители этой довольно живописной категории привлекали основное внимание тогдашних пропагандистов, с упоением описывавших успехи перевоспитания преступников трудом на канале. По официальным данным, во время строительства канала в Белбалтлаге умерло 12 300 заключенных. Неофициальные же оценки начинаются с 50 тысяч, доходя до 200 тысяч. Я специальных подсчетов не вел и определенно высказаться на этот счет не могу. После окончания строительства более 12 тысяч человек были освобождены, почти 60 тысячам сократили сроки заключения. Часть заключенных были оставлены в лагере работать на канале, который они же и строили. На открытие канала ждали самого Сталина. Специально к его приезду в Медвежьегорске рядом с управлением строительства поставили гостиницу с высокой башней и хорошим видом на канал. Однако Сталин в Медвежьегорск не приехал, но 18-25 июля совершил с Климентом Ворошиловым и Сергеем Кировым путешествие каналом на пароходе «Чекист», после чего раскритиковал строительство. По свидетельствам очевидцев, Сталин сказал, что канал вышел неглубоким и узким, а также охарактеризовал его как бессмысленный и никому не нужный. Естественно, руководители строительства запаниковали, однако никаких неприятных для них оргвыводов не последовало. Более того, за строительство канала Нафталий Френкель и значительное количество чекистских начальников получили ордена. 5 августа 1933 года
Беломорско-Балтийский канал имени Сталина открыли официально с соответствующими торжествами. На канал специально отправили группу из 120 писателей и художников во главе с Максимом Горьким. Среди них были такие известные писатели, как Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Виктор Шкловский, Ильф и Петров и другие. 17 августа 1933 года они совершили прогулку на пароходе и, не сходя на берег, провели беседы с заключенными в присутствии лагерного начальства. Как вспоминают свидетели увиденного, во время шлюзования парохода эти люди в белых костюмах, столпившись на палубе, манили к себе заключенного с территории шлюза и в присутствии начальства спрашивали его, любит ли он свой канал, свою работу, считает ли он, что здесь исправился и достаточно ли заботится их руководство о быте заключенных. Вопросов было много, но все в том же духе, и все через борт, при руководстве, и только пока шлюзовался пароход. По результатам этой поездки вышла памятная книга «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», посвященная созданию Беломорканала. В ней 36 советских писателей, пожалуй, впервые в истории воспели, как высшее достижение, рабский труд. Ну, а что же канал? Тут частично можно согласиться с мнением Иосифа Сталина. Вследствие нереально короткого срока строительства, использования самых примитивных и дешевых материалов и каторжного труда, канал не удалось сделать таким, каким его проектировали. Его глубина составила 3,65 метра, что значительно меньше, чем запланированные 5,5. Поэтому сразу же после завершения строительства канала 17 августа 1933 года Совнарком принял решение об углублении канала и сооружении второй линии шлюзов. Очевидно, более насущные проблемы не дали воплотить в жизнь это решение, и поэтому постановления об углублении канала принимались с завидной регулярностью. Последняя довоенная реконструкция была намечена на 1941 год. Планировалось заменить ряжевые конструкции, подвергавшиеся загниванию, бетонными. Однако до начала войны начать реконструкции не успели, а в ходе войны канал был частично разрушен и восстановлен уже в послевоенные годы. Тем не менее, канал активно использовался. За несколько предвоенных лет по каналу было проведено из Балтийского моря в Белое 15 подводных лодок, 8 эсминцев, 7 сторожевиков, что позволило создать Северную военную флотилию, переименованную в 1937 году в Северный флот. Правда, при транспортировке кораблей возникли существенные трудности. Для перехода эсминцы максимально облегчались, так что фактически остались одни корпуса. Вооружение и оборудование направлялось по железной дороге. Часть пути корпуса эсминцев проходили с помощью буксиров. Для прохождения наиболее сомнительного участка корпуса эсминцев загружались в деревянные плавучие доки. Подводные лодки тянули 4 мощных буксира в ордере цугом, и каждую лодку с обоих бортов удерживали небольшие винтовые буксиры. Как видно, основную свою задачу способствовать созданию полноценного Северного флота канал выполнил лишь частично. Основную боевую силу крейсера транспортировать по трассе канала было совершенно невозможно. Но и задача производить во время войны маневренные переброски кораблей с одного морского театра на другой также не было достигнута, ведь транспортирование каждого корабля превращалось в сложную, занимавшую значительное время, задачу. Невозможность создания полноценного Северного флота побудила в 1938 году советское правительство принять решение о создании в районе Архангельска военно-судостроительного завода, который строил бы корабли специально для этого флота. Но до войны эту задачу выполнить не удалось, а после войны флот пополнялся уже из других источников. Что же можно сказать о хозяйственной эксплуатации канала?
Постановлением Совнаркома от 17 августа 1933 года на базе лагерей Белбалтлага был создан Беломорско-Балтийский комбинат ББК для целей эксплуатации канала и освоения прилегающих к нему районов. Одним из основных заданий ББК была перевозка народно-хозяйственных грузов по каналу. В справке Министерства речного флота СССР о транспортном использовании Беломорско-Балтийского канала указано, что в 1940 году общий размер перевозок по каналу составил 1 миллион тонн. Подавляющую часть грузов составляли лесоматериалы для нужд предприятий, расположенных в зоне канала и в Ленинграде. Перевозки грузов по каналу, как отмечалось в справке, осуществлялись преимущественно в лихтерных судах грузоподъемностью 1000 и 2000 тонн, имеющих грузовую осадку соответственно 2,2 и 3,3 метра. Поясню, лихтер – это разновидность баржи, несамоходное безэкипажное грузовое судно, перевозившее грузы с помощью буксира, который толкал его по фарватеру канала. Много ли это? 1 миллион тонн. С моей точки зрения, достаточно много, и канал сыграл определенную роль в народном хозяйстве страны. Но все же проект предполагал гораздо большую пропускную способность и возможность регулярного прохождения не только барж, но и самоходных судов. Способствовал ли канал колонизации и культурному развитию Северного края, как это предполагал проект? Несомненно, да. После начала эксплуатации канала в этом районе развилась промышленность, главным образом деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, выросли новые города и поселения, жители которых обслуживали канал и получили работу на новых предприятиях. Но следует отметить, что значительная часть работников ББК составляли семьи раскулаченных крестьян, выселенных из мест проживания в зону канала для его заселения и освоения территории. Для их проживания был создан 21 спецпоселок с соответствующим режимом проживания. Только в 1933-1934 годах в эти поселки прибыло 20 тысяч семей раскулаченных. То есть значительная часть поселенцев прибывала в зону канала недобровольно. Какие же уроки извлекло руководство из строительства Беломорско-Балтийского канала? Во-первых, система Френкеля была признана удачной и в дальнейшем была распространена на все исправительно-трудовые лагеря. Правда, в более поздних лагерях система зачетов постепенно сошла на нет, но система учета и котловка остались. Во-вторых, отказались от крайней дешевизны и принимали более адекватные сроки строительства. Так, канал Москва-Волга протяженностью в 128 километров, что значительно меньше Беломорско-Балтийского канала, строили с 1932 по 1937 год. А ведь строителям его пришлось преодолевать значительно меньшие природные препятствия, да и с точки зрения логистики. Одно дело строить канал в центральном регионе, а совсем иное в Приполярье. Своеобразным памятником строительства Беломорско-Балтийского канала стали папиросы «Беломор», в свое время довольно популярные, ибо были крепкими и относительно дешевыми. Эти папиросы производятся до ныне, правда в гораздо меньших количествах, чем ранее. Итак, рассказ об истории строительства Беломорско-Балтийского канала завершен. Если рассказ был интересным и полезным, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. До свидания.